3 молодых корейских актера ушли из жизни всего за 3 месяца. Почему так происходит? Это печальная реальность, которую ни правительство Южной Кореи, ни фанаты до сих пор не могут изменить. Трагические новости, одна за другой, потрясли индустрию развлечений. Молодые, талантливые, полные надежд актеры неожиданно уходят из жизни, оставляя после себя только боль и множество вопросов. Для тех, кто мало знаком с культурой Южной Кореи, может показаться странным, почему именно здесь так часто случаются подобные трагедии. Ведь корейцы – народ добродушный, вежливый, эмоциональный и отзывчивый. Конечно, в любой стране есть как хорошие, так и плохие люди, но корейская ментальность действительно отличается особой чувствительностью. Это воспитание, основанное на уважении к другим, высоких ожиданиях и стремлении к идеалу. Но, к сожалению, такая эмоциональная восприимчивость далеко не всегда играет на пользу знаменитостям. В индустрии, где важна идеальная внешность, безупречная репутация и постоянное давление общественного мнения, люди, склонные к переживаниям, оказываются в особенно уязвимом положении. Они сталкиваются с огромным стрессом, ожиданиями, жестокой критикой в интернете и даже травлей, что может привести к самым печальным последствиям. За 3 месяца мы потеряли 3 корейских знаменитостей. Это страшная статистика. Вы только представьте, 3 трагедии за столь короткий срок. Такое не происходит ни в одной другой стране мира с такой частотой. Да, были трагедии среди звезд Голливуда, но они случаются гораздо реже. Например, в 2014 году известный американский актер ушел из жизни из-за депрессии, решив покончить с собой. Это было более 10 лет назад. Но в Южной Корее подобные трагедии происходят каждый год. Иногда это 1 или 2 случая, а иногда 3 и даже больше. Что делает индустрию развлечений Южной Кореи столь беспощадной? Почему молодые и талантливые актеры и айдолы выбирают столь страшный путь? Солли – южнокорейская актриса, певица и модель, ставшая знаменитой благодаря своей карьере в группе FX, а также ролям в дорамах и фильмах. Она была известна своей харизмой, смелостью и необычным стилем, который отличал ее от других айдолов. Солли привлекала внимание не только своим талантом, но и свободомыслием, что делало ее одной из самых обсуждаемых знаменитостей Южной Кореи. Она родилась 29 марта 1994 года в городе Пусан, Республика Корея, в обычной семье. С детства мечтала стать артисткой и уже в раннем возрасте начала свою карьеру, поступив в SM Entertainment. Ее популярность росла с каждым годом. Миллионы фанатов любили ее за искренность, улыбку и талант. Она была символом юности, красоты и независимости, но вместе с популярностью пришло и огромное давление. Миллионы поклонников обожали ее. Она была успешной в карьере, став участницей легендарной поп-группы FX, а также завоевав популярность как талантливая актриса. Ее роли в дорамах и фильмах сделали ее любимицей зрителей. Солли отличалась от других знаменитостей. Она была одной из немногих айдолов, кто смело выражал свое мнение, несмотря на строгие нормы корейского общества. Это вызывало как восхищение, так и волну критики, но она оставалась верной себе. Она не просто блистала на сцене и экранах, но и помогала другим. Солли жертвовала деньги на благотворительность, поддерживала людей с психическими расстройствами и всегда выступала за добро и справедливость. У нее было все: красота, талант, успех и огромная армия преданных фанатов.
Солли, несмотря на всю свою популярность и успех, столкнулась с огромным количеством трудностей в жизни, которые в конечном итоге и сломили ее. Она была жертвой кибербуллинга практически с самого начала своей карьеры. Южнокорейское общество славится своей строгостью, особенно в отношении знаменитостей. Обычные люди могут позволить себе больше свободы, но когда речь идет о публичных личностях, особенно айдолах, от них ожидают безупречного поведения. Айдолы должны быть идеальными, скромными, сдержанными, не ввязываться в скандалы, не показывать свою личную жизнь, не делать того, что выходит за рамки традиционных норм. Но Солли не вписывалась в эти жесткие рамки. Она не хотела быть куклой, которая живет только ради сцены и фанатов. Она хотела быть самой собой. Она появлялась без бюстгальтера, не стесняясь своей естественности, и это вызвало огромный скандал. Южнокорейское общество осудило ее за это, хотя в других странах это давно является нормой. Она открыто говорила о психическом здоровье, но вместо поддержки получала ненависть. Многие хейтеры писали, что она просто ищет внимания, что она не должна жаловаться, ведь у нее есть все: деньги, популярность, любовь фанатов. Но люди не понимали, что даже если у человека есть слава и деньги, это не гарантирует счастье. Солли не боялась говорить правду. Она выражала свое мнение на темы, которые в Южной Корее считаются табу. Психические расстройства, права женщин, токсичность индустрии развлечений. И это делало ее мишенью для нападок. Она также испытывала серьезное давление в отношениях. Когда стало известно о ее романе с Чхве Джи Хёком, ее буквально начали уничтожать в интернете. В Южной Корее фанаты часто негативно относятся к тому, что их любимые айдолы встречаются с кем-то, но в случае с Солли это превратилось в настоящий кошмар. После их расставания ее травля только усилилась. Хотя у нее было все для счастья: успешная карьера, популярность, деньги, талант, ее жизнь в индустрии развлечений оказалась невыносимой. Таким образом, хрупкая девушка, талантливая актриса и певица, просто красавица, которая нуждалась в поддержке, в человеке, который смог бы понять ее, обнять, выслушать, дать ей ту эмоциональную поддержку, которой ей так не хватало, не нашла этого в своей жизни. Она боролась с внутренними демонами, пыталась быть сильной, но бесконечная критика, одиночество и депрессия сломили ее. Солли покончила жизнь самоубийством 14 октября 2009 года. Ее нашел менеджер в ее доме в Соннаме, недалеко от Сеула. Официальная причина смерти – самоубийство через повешение. До этого она вела прямые эфиры в соцсетях, где выглядела расстроенной и говорила о боли, но никто не воспринял это как сигнал о помощи. Похороны прошли в закрытом формате, в узком кругу родных и друзей. Однако для фанатов была организована прощальная церемония, где тысячи людей пришли, чтобы почтить ее память. Они приносили белые цветы, письма, игрушки и свечи, оставляя теплые слова в память о ней. После трагической смерти Солли, 24 ноября 2019 года, мир потрясла еще одна страшная новость: умерла Гаухара, или как ее еще называют, Кухара. Гаухара – южнокорейская певица, актриса и телеведущая, прославившаяся благодаря участию в легендарной поп-группе Кара. В свое время эта группа была одной из самых популярных не только в Южной Корее, но и за ее пределами, особенно в Японии, где Кара завоевала статус суперзвезд. Гаухара также пробовала себя в сольной карьере, снималась в дорамах и вела различные развлекательные шоу.
Ее яркая внешность, харизма и талант сделали ее одной из самых любимых айдолов своего поколения. Она родилась 13 января 1991 года в городе Кванджу, Республика Корея. Ее детство было непростым. В раннем возрасте мать бросила семью, и маленькая Хара осталась с отцом и бабушкой. Ее жизнь была далека от сказки, но, несмотря на это, она с детства мечтала стать знаменитой и работала над собой, чтобы добиться успеха. С годами ее популярность только росла. У нее было миллионы преданных фанатов, которые поддерживали ее на каждом этапе ее карьеры. Гаухара была символом энергии, веселья и оптимизма, но за ее улыбкой скрывалась совсем другая реальность. Гаухара была не просто красивой и талантливой, она была настоящим бойцом, который продолжал двигаться вперед, несмотря на все трудности. После распада группы Кара она могла бы исчезнуть из индустрии, но не сдалась. Она продолжила сольную карьеру в Японии, где ее альбомы были тепло приняты поклонниками. Ее песни занимали высокие позиции в чартах, а концерты собирали полные залы. Помимо музыки, она успешно снималась в дорамах, где раскрывала не только свою яркую внешность, но и актерский талант. Зрители любили ее за искренность, эмоциональность и естественность в кадре. Гаухара была человеком с добрым сердцем. Она занималась благотворительностью, помогала детям из неблагополучных семей и активно поддерживала проекты, направленные на улучшение психического здоровья. Она понимала, как важно иметь поддержку в тяжелые моменты, ведь сама сталкивалась с одиночеством и депрессией. Несмотря на все это, она всегда улыбалась. Ее образ стал символом оптимизма и энергии. Даже когда ей было трудно, она старалась не показывать этого фанатам, продолжая вдохновлять их своей яркой и солнечной личностью. Но за этой красивой картиной скрывалась темная сторона ее жизни. Теперь давайте посмотрим, с чем ей пришлось столкнуться перед смертью. Гаухара всегда казалась сильной, но за ее улыбкой скрывалась огромная боль, которая сопровождала ее с самого детства. Она выросла без матери, которая бросила семью, когда Хара была еще ребенком. Отсутствие материнской любви оставило глубокие душевные раны, и это чувство одиночества не покидало ее даже тогда, когда она стала известной. Несмотря на миллионы поклонников, она всегда искала настоящую поддержку и понимание, которых ей так не хватало. Одним из самых страшных событий в ее жизни, которое стало отправной точкой к трагическому концу, был скандальный разрыв с парнем. В 2018 году ее отношения с Чхве Чжон Бомом превратились в ужасный кошмар. Этот человек не только избивал ее, но и шантажировал интимными видео, угрожая разрушить ее карьеру и жизнь. После разрыва он развернул против нее грязную кампанию, выставляя ее в самом худшем свете. Вместо поддержки общества обрушилась на Гаухару с критикой, делая ее виновной во всей этой ситуации. После этого она стала жертвой кибербуллинга. Интернет заполнился злыми комментариями, осуждением, нападками, хотя все доказательства указывали на ее невиновность. Хейтеры не давали ей покоя, а она теряла уверенность в себе и все больше замыкалась. Масштаб негатива был настолько огромным, что он разрушил ее психику и привел к глубокой депрессии. В мае 2019 года она уже пыталась покончить с собой, но тогда ее удалось спасти. Многие надеялись, что это станет поворотным моментом в ее жизни, что она сможет преодолеть боль и восстановиться. Но одиночество, осуждение и страх не исчезли. 24 ноября 2019 года Гаухара сделала вторую попытку самоубийства. К сожалению, в этот раз ее не успели спасти.
Она была найдена в своем доме в Сеуле, а причина смерти – самоубийство через повешение. Ее смерть стала шоком для всей страны. Люди, которые когда-то критиковали ее, вдруг начали говорить, насколько она была прекрасным человеком, но было уже поздно. Похороны прошли в закрытом формате, только для родных и друзей. Однако, как и в случае с Олли, была организована прощальная церемония для фанатов. Тысячи людей пришли, чтобы попрощаться с Гаухарой, оставляя письма, белые цветы и свечи. В день похорон по всему интернету разлетелись ее фотографии с улыбкой, той самой улыбкой, за которой скрывалась невыносимая боль. Спустя 9 дней после трагической смерти Гаухары, Южную Корею снова потрясла печальная новость: Чха Ин-ха умер. Вы будете удивлены, узнав, каким способом он ушел из жизни. Чха Ин-ха был южнокорейским актером, который за короткое время успел завоевать сердце зрителей. Его карьера началась в 2017 году, когда он дебютировал как участник актерской группы Surprise.ю. Он быстро привлек внимание продюсеров и стал сниматься в популярных дорамах, где его мужественная внешность, харизма и талант сделали его новой звездой корейского телевидения. Он был одним из самых перспективных молодых актеров своего поколения. Чха Ин-ха родился 15 июля 1992 года в Сеуле, Республика Корея. Он вырос в обычной семье и с детства мечтал о карьере в индустрии развлечений. Добившись успеха, он обрел миллионы поклонников, которые восхищались его актерской игрой, стилем и харизмой. Он был тем, кого ждал большой успех, но, к сожалению, его жизнь оборвалась слишком рано. Чха Ин-ха дебютировал в 2017 году и всего за 2 года успел сыграть в нескольких успешных дорамах, что сделало его перспективным актером. Он не просто появлялся на экране, его экранное присутствие, харизма и талант привлекали внимание зрителей и продюсеров. Многие видели в нем будущую звезду, актера, который мог бы занять высокое место в индустрии. Он был частью актерского проекта Surprise.ю, который объединял талантливых молодых артистов, и благодаря этому получил первые крупные роли. Его внешность, утонченные манеры и стиль привлекали миллионы поклонников. Чха Ин-ха не был просто актером, он стал иконой стиля, его элегантные образы, аккуратность и ухоженный внешний вид стали вдохновением для многих. Коллеги и друзья всегда отзывались о нем тепло. Он был человеком, который никогда не жаловался, был вежливым, скромным, доброжелательным. Казалось, что он всегда позитивен, он всегда улыбается. Его фанаты любили его за доброту и искренность, за его способность быть настоящим. Но вопреки всему этому успеху и улыбке, актер скрытно держал в себе свою боль, депрессию и одиночество. Тайна его депрессии до сих пор остается загадкой. В отличие от Солли и Гаухары, которые сталкивались с открытой травлей и осуждением, Чха Ин-ха никогда не говорил публично о своих переживаниях. Он не показывал, что страдает, не делился своими эмоциями, не давал понять, что ему тяжело. И вот 3 декабря 2019 года его нашли мертвым в собственном доме. Эта новость потрясла всю индустрию, никто не ожидал, что этот молодой и перспективный актер мог уйти из жизни. Он находился в самом начале своего пути, и казалось, что большой успех уже рядом. Но его жизнь оборвалась слишком рано. Причина его смерти до сих пор остается загадкой. Официальных заявлений не было, но предполагается, что он покончил с собой. Это оставило множество вопросов, что происходило в его душе, почему он выбрал этот путь, какие мысли мучили его. Самая трагичная его последняя дорама «Люди с недостатками» продолжала выходить после его смерти.
Зрители смотрели его сцены с тяжелым сердцем, осознавая, что этого талантливого актера уже нет в живых. Спасибо за просмотр. Если вам понравился наш рассказ, обязательно пишите в комментариях. Нам важно ваше мнение.